Тайна двойной спирали. Как ДНК изменила нас навсегда. В недавнем прошлом человечество едва представляло, что скрывается за завесой жизни на молекулярном уровне. Но все изменилось в 1953 году, когда двое ученых, Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, представили миру свою модель структуры ДНК. Открытие двойной спирали стало настоящим прорывом, открыв дорогу к пониманию того, как информация передается и хранится в живых организмах. Эта находка разрушила прежние догадки и заложила основу для новой эры в биологии и медицине. ДНК, таинственная молекула, управляющая всеми жизненными процессами, оказалась подобна библиотеке, содержащей инструкции для построения и функционирования каждого живого существа на Земле. Понимание ее структуры позволило ученым впервые заглянуть внутрь этой библиотеки и прочитать книги, написанные в виде генетического кода. С тех пор технологии на основе ДНК заполонили мир, от тестов на отцовство до лечения генетических заболеваний. Выявление и корректировка генетических мутаций стало новым инструментом для борьбы с заболеваниями, от которых ранее не существовало лекарства. Но открытие ДНК привело не только к медицинской революции. Оно изменило и наше понимание эволюции, подтвердив существование точных механизмов передачи генетической информации от одного поколения к другому. Исследования наследственности и мутаций стали основой для изучения происхождения видов, включая нашу собственную историю. Этот прорыв породил массу этических вопросов, но важнее, открыл двери в будущее, где генетика может стать ключом к персонализированной медицине и, возможно, к продлению жизни. Теперь давайте погрузимся в удивительный мир атомов и откроем для себя другую революцию, которая изменит наше представление о материальной Вселенной. Загадка атомного мира. Квантовая революция. Постепенно перемещаясь от молекул ДНК к еще более фундаментальным составляющим нашего мира, мы погружаемся в загадочную область атомов. Квантовая механика, основанная на открытиях начала 20 века, вскрыла удивительные и непредсказуемые свойства субатомных частиц. 1915 год. Альберт Эйнштейн представил миру свою теорию относительности, однако одновременно произошел и другой прорыв — появление квантовой теории, которая поистине перевернула наше понимание физической реальности. Ведущие ученые, такие как Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, обратили внимание на то, что частицы могут находиться в нескольких состояниях одновременно, и их поведение нельзя точно предсказать. Эта странная природа вызвала как восхищение, так и споры в научном сообществе, поскольку стала очевидной необходимость пересмотра классической физики. Принципы неопределенности, квантовая запутанность — эти понятия стали ключевыми в исследованиях, которые подарили миру новые технологии, такие как транзисторы и лазеры. Квантовая революция также дала начало развитию информатики и вычислительной техники, позволив создавать микроскопические устройства, которые легли в основу современных компьютеров и смартфонов. Мы стали свидетелями технологического рывка, изменившего повседневную жизнь, от медицины до связи и обработки данных. Однако, несмотря на все успехи, квантовая теория остается загадкой, полной тайн и парадоксов, которые продолжают волновать ученых по всему миру. И пока одни занимаются решением этих загадок, другие исследуют еще более глобальные явления, стремясь раскрыть тайны самой Вселенной. Теория эволюции. Дарвинский поворот в истории. Переходя от субатомного к биологическому, мы погружаемся в эпоху, когда природа жизни и ее развитие начали казаться гораздо более сложной и увлекательной. В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал свою работу о происхождении видов, в которой предложил радикальную теорию эволюции. Эта теория вызывала бурю, так как предлагала объяснение видов и их разнообразия путем естественного отбора, вместо утверждения, что все живые существа сложены раз и навсегда. Дарвин, поддерживаемый обширной коллекцией данных о разнообразии видов, подчеркнул, что изменения в окружающей среде могут менять виды, адаптировав их для выживания. Он привел доказательства в виде наблюдений за разнообразными островами Галапагоса, где даже мелкие различия в среде обитания привели к формированию уникальных видов. Эта идея вызвала не только научный, но и культурный шок, изменив представление о месте человека в биосфере. Подход Дарвина к естественному отбору стал основой для современной биологии, предоставив инструмент для объяснения эволюционных изменений, которые до этого оставались загадкой. Этот процесс помог ученым идентифицировать родственные связи между различными видами, включая нас самих. Исследования, проведенные Дарвином, продолжают стимулировать исследования и по сей день, закладывая основу для генетики и молекулярной биологии. Влиятельность работ Дарвина выходит за рамки чисто научных кругов, проникая в философию, религию и даже политику. Его теория породила множество дискуссий и споров, которые продолжаются и сегодня. И пока ученые трудятся
над разгадкой эволюции и составления генеалогического древа жизни, другие стремятся понять глубокие тайны Вселенной, которые скрываются в основе пространства и времени. Загадка времени и пространства. Теория относительности Эйнштейна. Погружаясь в загадочную природу времени и пространства, мы оказываемся в мире, который изменил представление о нашей Вселенной, благодаря гениальному уму Альберта Эйнштейна. В 1915 году он предложил революционную теорию относительности, которая не просто изменила наши взгляды, но и перевернула саму основу физики. Теория гласила, что пространство и время — это не независимые величины, а единый континуум, который может изгибаться и искажаться под воздействием массы и энергии. Это открытие противоречило ранее принятой ньютоновской концепции абсолютного времени и пространства. Эйнштейн ввел понятие гравитации как искривление пространства-времени, объяснив, почему планеты обращаются по орбитам вокруг звезд. Эта концепция подтвердилась, когда в 1919 году во время солнечного затмения было доказано, что свет действительно изгибается, проходя вблизи массивных объектов. Это не только подтвердило теорию Эйнштейна, но и открыло новые горизонты для астрофизики. Понимание того, что пространство-время может извиваться и расширяться, привело к предположениям о существовании черных дыр и расширяющейся Вселенной. Эти открытия не только подтвердили идеи Эйнштейна, но и послужили основой для последующих исследований в астрофизике и космологии. В действительности, теория относительности позволила осуществить множество практических применений, например, в глобальных системах навигации, где учитываются эффекты искривления пространства-времени для точного определения местоположения. Даже самые фантастические идеи теории, такие как возможность путешествий во времени и существование параллельных вселенных, продолжают вдохновлять исследователей и стимулируют развитие новых теорий. И пока мы удивляемся мощи и красоте теории относительности, впереди нас ждут еще более удивительные тайны Вселенной, которые постепенно раскрываются перед глазами ученых. Странная Вселенная, магия темной материи. Когда мы говорим о странностях Вселенной, темная материя — это, пожалуй, одна из самых загадочных тем. Открытие, что до 85% всей массы Вселенной не может быть объяснено видимой материей, потрясло научное сообщество. Все началось с наблюдений за галактиками в середине 20 века. Астрономы заметили, что звезды вращаются вокруг центров галактик с такой скоростью, которую невозможно объяснить только видимой массой. Это заставило ученых предположить наличие невидимой субстанции, которая держит галактики вкупе — темной материи. Эта гипотеза со временем получила новые доказательства благодаря исследованию космической микроволновой фоновой радиации и распределения галактик во Вселенной. Несмотря на то, что темная материя не взаимодействует с электромагнитными силами, она активно влияет на гравитационные поля, демонстрируя свое присутствие. Это открытие вызвало бурю в научных кругах, так как оно означало, что большая часть Вселенной состоит из вещества, о котором мы почти ничего не знаем. И хотя мы не можем увидеть или потрогать темную материю, ее изучение продолжается. Эксперименты на высоких энергиях и в глубоких подземных лабораториях стремятся уловить хоть малейший намек на ее природу. Некоторые ученые предполагают, что это может быть новый вид элементарных частиц, которые ведут себя иначе, чем все известные. Обнаружение и понимание темной материи может изменить наши представления о Вселенной, ведь только ее правильное объяснение даст нам полную картину космической эволюции и структуры Вселенной. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, мечта о разгадке этой загадки не теряет актуальности. Ученые со всего мира, вооруженные самыми передовыми технологиями, продолжают свои исследования в поисках разгадки одной из величайших тайн современной физики. И пока мы обсуждаем невидимую массу Вселенной, другой еще более грандиозный вопрос о ее начале и связи с тем, как мы появились, привлекает внимание исследователей. Голос из прошлого. Расшифровка древнего генома. Переходя к удивительным достижениям науки, исследование древнего генома стало настоящим прорывом, позволяющим заглянуть в глубокое прошлое человечества. В начале 21 века, благодаря развитию технологий секвенирования ДНК, ученые смогли расшифровать генетический код древних людей, проливая свет на то, как мы развивались и как пересекались пути различных популяций. Эта работа началась с открытия ДНК неандертальцев, наших давно исчезнувших родственников, и быстро распространилась на множество древних останков по всему миру. Одним из наиболее значительных открытий стало осознание того, что современные люди обладают частью генов неандертальцев, указывая на межвидовое скрещивание. Это не только расширило наше понимание эволюции, но и породило новые вопросы о поведении и адаптациях ранних гоминидов.
Использование древнего ДНК получило широкое применение в изучении миграции, способствуя пониманию того, как древние люди заселяли Землю и реагировали на изменения климата и окружающей среды. Также исследование древнего генома помогло понять, как развивались определенные черты, такие как светлая кожа или способность переваривать лактозу. Это было возможно благодаря анализу изменений в генах, которые не встречаются сегодня. Вдобавок, эти открытия имеют огромное значение для медицины, так как изучение древней ДНК может подсказать, как определенные заболевания возникли и развивались. Таким образом, исследования древнего генома не только позволяют заглянуть в прошлое, но и дают ключи к более глубокому пониманию нашей биологической истории. Раскрывая тайны прошлого, мы продолжаем двигаться вперед, стремясь разгадать еще одну загадку — происхождение самой Вселенной и того, как она была сформирована. Живая планета. Тайны микробиома человека. Открытие микробиома человека стало одной из наиболее захватывающих научных революций последних десятилетий. Всего несколько десятилетий назад мы даже не догадывались, что каждое человеческое тело — это целый микрокосм, населенный триллионами микроскопических существ. Микробы, вирусы и другие организмы образуют сложные экосистемы, которые живут внутри и на поверхности нашего тела, оказывая огромное влияние на наше здоровье и благополучие. Исследования показали, что микробиом играет ключевую роль в таких процессах, как пищеварение, иммунный ответ и даже мозговая деятельность. Микроорганизмы помогают расщеплять пищу, производят витамины и защищают от патогенов. Это открытие побудило ученых проводить многочисленные исследования, чтобы понять, как изменения в микробиоме могут быть связаны с различными заболеваниями, такими как ожирение, диабет, аутоиммунные заболевания и даже депрессия. Полученные знания побудили медицину искать новые подходы к лечению и профилактике болезней. Пробиотики и пребиотики стали популярными инструментами для поддержки здорового микробиома, а исследователи начали разрабатывать методы трансплантации микробиоты для восстановления его баланса в организме. В ближайшем будущем ожидается, что персонализированная медицина сможет учитывать уникальный микробиом каждого человека, предлагая более точные и эффективные методы лечения. Исследование микробиома также вызвало интерес у ученых, изучающих взаимодействие человека с окружающей средой. Эти маленькие существа оказывают влияние на нашу жизнь на многих уровнях, и понимание их роли может изменить наш подход к здоровью. Погружаясь в эту удивительную тему, мы начинаем осознавать, какое огромное значение имеет баланс этих невидимых спутников в нашей повседневной жизни. И пока мы осваиваем основы микробиологии, перед нами открываются все более захватывающие горизонты науки и технологии, изменяющие наше понимание жизни и Вселенной. Космическое начало. История Большого взрыва. Как Вселенная возникла? И почему именно таков ее вид? Эти вопросы озадачивают человечество испокон веков, но ответ стал ближе благодаря теории Большого взрыва. Эта гипотеза утверждает, что примерно 14 миллиардов лет назад Вселенная возникла из одной точки, невероятно плотной и горячей. Позднее она начала стремительно расширяться. Эта идея возникла из наблюдений астронома Эдвина Хаббла в 1929 году, когда он обнаружил, что галактики удаляются друг от друга, что и стало первым доказательством расширяющейся Вселенной. Космическая микроволновая фоновая радиация, обнаруженная в середине 20 века, предоставила дополнительные доказательства этой теории. Это остаточное излучение, сохранившееся с первых минут после Большого взрыва, подтвердило гипотезу космического происхождения и стало важным элементом для формирования современной космологии. Ученые полагают, что именно в результате Большого взрыва были заложены основы химического состава Вселенной. Появились легкие элементы, такие как водород и гелий. Теория Большого взрыва также объясняет, почему Вселенная выглядит так, как мы ее видим сегодня, с галактиками, звездами и планетами, образующимися из первоначального газового и пылевого облака. Современные исследования, такие как наблюдение за сверхновыми и распределением темной материи, продолжают подтверждать эту теорию. Кроме того, она оставила множество нерешенных вопросов, таких как природа темной энергии, ускоряющие расширение Вселенной. Научные открытия прошлых лет в этом направлении позволили сформулировать модели, описывающие ранние моменты существования Вселенной. Такие модели помогают ученым воспроизводить условия, существовавшие в первые секунды после Большого взрыва, что способствует лучшему пониманию динамики Вселенной. Все это открывает захватывающие перспективы для дальнейших исследований и позволяет надеяться на разгадку самых великих тайн космоса. Путешествие к центру Земли. Изучение ядра планеты.
Погружаясь в глубины нашей планеты, изучение ядра Земли представляет собой одну из самых захватывающих научных задач. Несмотря на то, что человечество никогда не сможет физически достичь центра Земли, ученые разработали множество методов для исследования ее внутренней структуры. Главным инструментом в этом стали сейсмические волны. Они возникают при землетрясениях и распространяются сквозь всю планету, изменяя скорость и направление, когда проходят через различные материалы ядра. С середины 20 века стало известно, что Земля состоит из нескольких слоев — коры, мантии и ядра, которые, в свою очередь, делятся на внешнее и внутреннее. Внешнее ядро, согласно исследованиям, состоит из жидкого железа и никеля, создающего мощное магнитное поле нашей планеты, в то время как внутреннее ядро — твердая масса, в основном из тех же элементов. Это открытие стало возможным благодаря анализу сейсмических данных и позволило понять, каким образом магнитное поле защищает Землю от вредного воздействия солнечного ветра и космической радиации. Благодаря этим научным прорывам мы осознали, насколько важна внутренняя структура Земли для поддержания жизни. Магнитное поле, созданное ядром, не только защищает атмосферу от разрушения, но также играет ключевую роль в миграции животных и может повлиять на климатические условия. Современные исследования при помощи суперкомпьютеров и лабораторных экспериментов с высокими давлениями и температурами продолжают проливать свет на химический состав и физическое поведение этих слоев. Эти открытия также имеют прикладное значение, способствуя разработке новых технологий и материалов. Понимание внутренней динамики Земли может привести к предсказанию сейсмической активности и извержений вулканов, что жизненно важно для стран, расположенных в сейсмически активных регионах. Изучение ядра Земли — это не просто исследование глубоких слоев нашей планеты, но и ключ к пониманию того, как наша планета остается обитаемой. В следующей главе мы узнаем, как еще одно удивительное открытие открывает новые перспективы для будущего науки и технологий. Новое дыхание науки. Потенциал генной инженерии. Итак, мы подошли к одной из самых революционных тем современности — генной инженерии. Эта область науки предлагает не просто изучение генетического кода, а его активное преобразование. С помощью технологий редактирования генов, таких как CRISPR-Cas9, ученые могут изменять ДНК организма, внося точные коррективы. Эта методика позволяет не только истреблять генетические заболевания, но и вносить улучшения в организмы, повышая их устойчивость к болезням или изменяя определенные черты. Возможности генной инженерии уже воплощаются на практике. Исследователи работают над созданием сельскохозяйственных культур, способных выживать в экстремальных условиях, что может решить проблему мирового голода. В медицине эта технология открывает двери к новым методам лечения наследственных заболеваний, таких как муковисцидоз или мышечная дистрофия, и даже может предложить решение для борьбы с раком. В Китае уже проводились эксперименты по редактированию эмбрионов человека для устранения наследственных болезней, что привлекло внимание мирового научного сообщества. Но с возможностями приходят и этические вопросы. Вмешательство в геном человека поднимает вопросы о последствиях таких изменений, в том числе о возможных долгосрочных эффектах на генетический фонд. Несмотря на это, потенциал генной инженерии остается невероятно привлекательным. Она обещает радикально изменить не только медицину, но и нашу повседневную жизнь, предоставляя новые инструменты для улучшения качества жизни. Эти достижения продолжают вдохновлять ученых исследовать новые горизонты, что может навсегда изменить наше будущее.